10 лет назад моя жена оставила меня и 5 наших детей, вынудив меня стать отцом-одиночкой. У меня не было иного выбора, кроме как продолжать жить ради них. С годами я научился справляться со всем, и наша связь с детьми становилась все крепче. Но ничто не могло подготовить меня к ее реакции, когда спустя 10 лет она узнала, что я сделал. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Каждое утро я просыпался в 5 утра в нашей маленькой квартире в Новосибирске, наслаждаясь редкой тишиной, которая длилась до пробуждения детей. Кофе наполнял кухню ароматом, пока на сковороде шипели сырники. Я размышлял о жизни, которую мы построили сами. Растить 5 детей в одиночку было нелегко, но каждая улыбка за завтраком стоила любых жертв. Их смех наполнял дом, заглушая пустоту, которую она оставила после себя. «Папа, я не могу найти тетрадь по математике!» — крикнул мой младший, возвращая меня в реальность. Я протянул ему забытый рюкзак, и, собрав детей, мы поспешили к двери. На работе, в мебельном цеху гул станков приносил странное умиротворение. Там я мог отвлечься от домашних забот. Коллеги часто удивлялись, как я справляюсь. 5 детей, и он все еще держится», — сказал однажды мой приятель Паша, качая головой. Они не знали о бессонных ночах, проверке домашних заданий и бесконечных ужинах, но ради моих детей это того стоило. Однажды вечером, разбирая почту у подъезда, я заметил конверт со знакомым почерком. На меня нахлынули воспоминания. Что она могла хотеть после стольких лет? Я решил пока отложить. Вскоре Виктор, мой руководитель, вызвал меня в свой кабинет. «Алексей, мы ценим твою работу. Хотим предложить тебе повышение», — сказал он. Это сулило стабильность и лучшее будущее. Но ценой было меньше времени с детьми. Разрываясь между безопасностью и семейным временем, я понимал, что этот выбор изменит все. В тот вечер я поделился новостью со своим старшим сыном, Артемом. Он давно стал моим главным помощником. Его глаза расширились от услышанного. «Это значит больше денег, но и меньше времени с вами», — сказал я. Он улыбнулся, сдерживая эмоции. «У нас получится, папа». Его слова звучали слишком взросло. Я посмотрел ему в глаза и сказал: «Спасибо тебе за все». Он лишь кивнул, и этого было достаточно. Позже я все же открыл письмо. Руки дрожали, когда я читал ее слова. Она просила дать ей шанс вернуться в семью, уверяя, что изменилась. На меня нахлынули гнев и боль. Я отложил письмо. Решение нельзя было принимать сгоряча. За ужином я сдерживал тревогу, позволяя детям наслаждаться смехом. «Папа, ты сегодня какой-то грустный», — заметил мой младший. Я натянуто улыбнулся, пытаясь оттянуть момент откровенного разговора. В последующие дни дети все чаще задавали вопросы о матери. «Как думаешь, она скучает по нам?» — спросил мой средний сын, и я понял, время поговорить пришло. На семейном ужине я прочитал письмо вслух. На лицах детей появилось недоверие и растерянность. Старшие сжимали кулаки. Почему сейчас, спустя столько лет? Младшие же были больше любопытны. Я заверил их, ничего не произойдет без их решения. Тем временем новая должность в компании все сильнее тянула меня в работу. Утро начиналось раньше, а ночи заканчивались позже. Однажды Виктор заметил мою усталость. «Алексей, все ли в порядке?» — спросил он. Я рассказал о семье. Он слушал внимательно, а затем ответил: «Если понадобится помощь, просто скажи, не держи в себе». Его слова сняли груз с моих плеч. Я решил проконсультироваться с юристом, чтобы понять свои права и защитить детей.
Адвокат в центре города разложил все по полочкам. Опека, условия визитов, финансовая защита. Я впервые почувствовал, что контролирую ситуацию. Тем временем дети начали искать информацию о матери в интернете. Артем показал мне найденное. Ее жизнь выглядела далекой от стабильности. Дети росли слишком быстро, беря на себя груз взрослых вопросов. Чтобы снять напряжение, я увез их на дачу в горах Алтая. Мы гуляли по тропам, сидели у костра и делились историями. «Это именно то, что нам было нужно», — сказал я. Вернувшись, я собрал больше сведений через общих знакомых. Картина становилась все мрачнее. Нестабильность, финансовые трудности. И вскоре она сама позвонила мне с неизвестного номера. «Алексей, это я». Она хотела навестить детей. Я настоял, только в общественном месте и только если дети сами захотят. Мы встретились в городском кафе. Она дрожала, увидев выросших детей. Но ее слова были пустыми. Наконец Артем спросил: «Чего ты хочешь от нас сейчас?» Она не ответила. Лишь тихо спросила: «Как у вас дела?» «Мы справляемся», — сказал я. Позже дети признались в смятении. «Почему именно сейчас, папа?» — спросила младшая. Я прижал ее к себе. У меня нет всех ответов. Но мы вместе. Чтобы разобраться до конца, я нанял частного детектива. Тот вскоре подтвердил худшие опасения. Долги, наркотики, судебные иски, проблемы. Она возвращалась не к нам, а пряталась от долгов. Я собрал детей и рассказал все. «Мы справимся сами, как и всегда», — сказал я. И они согласились. Чтобы защитить их будущее, я подготовил документы, которые скрывал годами. Я копил много лет и инвестировал, чтобы вы могли поступить в университет и начать жизнь без долгов. Рассказал я свой секрет. Их глаза наполнились слезами, когда они поняли, сколько сил я вложил. Мы обнялись. Тяжесть ушла. С этого момента их мечты снова засияли. Артем сосредоточился на учебе. Средний сын сказал: «Папа, я хочу играть за школьную футбольную команду». «Дерзай», — поддержал я. Дети вкладывали силы в спорт, искусство, учебу. Я гордился их стойкостью. Мы стали семьей, которую ничто не сломает. Прошлое осталось лишь одной главой, а наша история только начиналась. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на моем месте? Разрешили бы бывшей жене вернуться? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.